Всем привет! Сегодня приготовим вот такие необычные вкусные рулетики для того, чтобы удивить гостей. Ну и для начала нам понадобится 3 половинки куриного филе, примерно 750-800 грамм, лук, чеснок. И это все любым удобным для вас способом нужно превратить в фарш. Фарш я сделал с помощью блендера, но также его можно будет сделать с помощью мясорубки. Разделочную доску застилаем пищевой пленкой, либо же рукавом для выпечки. Эта доска будет служить нам в качестве формы. Полностью весь фарш, который вы приготовили, равномерным слоем отправляем на разделочную доску. Ну а дальше мокрыми руками стараемся разровнять фарш так, чтобы он покрыл полностью всю поверхность разделочной доски. Ну и толщина фарша должна быть примерно 1 сантиметр. Может быть чуть больше, либо же чуть меньше. Это по вашему усмотрению. Повторюсь, мокрыми руками будет более хорошо работать, так как фарш не будет липнуть к рукам и будет образовываться ровная красивая поверхность. Нужно все как будто бы разгладить. Затем нам понадобится твердый сыр, любой по вашему усмотрению, который больше вам всего нравится. У меня сегодня будет вот такими пластинками, но также его можно будет натереть на терке. Ровным слоем раскладываем полностью по всей поверхности фарша, но сантиметра 2, то что ближе к вам, сыром не заполняем. После того, как разложили сыр, на краешек сыра, я развернул доску так, чтобы было удобнее работать, нужно выложить еще небольшое количество фарша в виде полоски. Это для того, чтобы когда мы будем сворачивать, сыр нам не склеился. Ну а затем, прибегая к помощи пленки, начинаем сворачивать плотный рулет. Смотрите, только пленку внутрь заворачивать нам не нужно. Нужно сделать так, чтобы получился очень красивый рулет, но пленка осталась снаружи. Ну и вот тех вот 2 сантиметра, которые мы не заполнили сыром, позволит рулету очень хорошо склеиться. Затем полностью весь рулет очень хорошо заворачиваем в эту же самую пищевую пленку. Берем за краешки пищевой пленки и заворачиваем рулет так, как будто бы вы заворачиваете конфетку. После этого готовый рулет отправляем в морозильную камеру примерно на 2,5-3 часа. Нужно добиться такого эффекта, чтобы фарш приморозился, но не превратился в камень, чтобы его можно было порезать ножом. После того, как ваш фарш уже примерзнет, нам понадобится 3 тарелки. В одной мука, во второй взбитые яйца, в третьей панировочные сухари. Достаем рулет из морозилки. Он у нас примерз, но не сильно. Снимаем пищевую пленку. Берем нож и полностью весь рулет нарезаем на кусочки толщиной примерно 2-2,5 сантиметра. Берем по одному маленькому рулетику. Вначале его хорошо обволакиваем в муке, затем во взбитом яйце, ну а только в конце все хорошо обволакиваем в панировочных сухарях. Готовые рулетики после панировочных сухарей отправляем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Таким образом делаем полностью все рулетики, которые вы заготовили. После того, как вы приготовили все рулетики, противень отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 30-35 минут. Но время выпечки будет зависеть от вашей духовки. Может быть больше, либо же меньше. Через 35 минут достаем все из духовки и наслаждаемся очень необычным, но вкусным блюдом. Куриные рулетики, фаршированные сыром. Блюдо получается очень нежным, вкусным и очень необычным. Рекомендую попробовать и удивить своих гостей так, как я удивлял своих. Также эти рулетики можно было бы обжарить просто на сковороде, но был бы не такой вкус. Как по мне, в духовке эти рулетики получаются намного нежнее и намного вкуснее. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, обязательно лайк. Не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.